Есть такие мифы, которые живут не потому, что люди глупые, а потому что миф очень удобен. Он согревает, он задает надежду, он звучит как такой спасательный круг для тех, кто устал от своих городов, цен, серости, бесконечного напряжения. Италия за копейки — миф именно такой. Он красивый, он эмоциональный, он продаваемый. И самое коварное в нем то, что он не полностью ложный. Потому что да, если приехать как турист, Италия может показаться, удивительно доступной. Но если начать жить здесь, эта дешевизна начинает проявляться как такая иллюзия, собранная из отдельных выгодных кадров. Но я тебе отвечу, Италия дешевая, но смотря до кого и смотря какой ценой. И начнем с самого популярного символа этой, скажем так, сказки. Кофе за 1 евро, правда, которая работает только в одном режиме. Кофе за евро — это как такая визитка Италии, чуть ли не первое, что говорят люди, вернувшись из поездки. Представляешь, кофе стоит 1 евро, там в Москве, Питере, в Европе, где угодно, везде дороже. И хочется сразу сказать, да, это правда. Но правда такая, знаешь, как правда про море рядом, да, если ты живешь рядом на берегу. Потому что кофе за евро — это ритуал, который работает по правилам. Ты заходишь в обычный бар, не туристический, не на главной площади, не там, где вид на собор и люди с чемоданами. Ты становишься у барной стойки и говоришь «он кафе», выпиваешь этот эспрессо буквально за минуту и уходишь. И это не про посидеть. Италия в этот момент вообще не про посидеть. Она про забежать. Бар — это такая как остановка на маршруте, а не как место, где ты устраиваешь вечернюю философию. Но вот где начинается трещина. Как только ты хочешь сделать то, что турист считает нормой, там сесть за столик, открыть ноутбук, посидеть минут 40, взять капучино, не знаю, или просто оказаться в центре города, ты мгновенно попадаешь в другую ценовую реальность. Потому что ты платишь не за кофе, а за обслуживание, место, время, вид, локацию и право не спешить. Это очень итальянская штука. Дешево, если ты встроился в местный ритм. Дорого, если ты живешь иначе. И дальше ровно то же самое будет происходить во всем. С едой, жильем, медициной, бюрократией. Пока ты как турист, ты видишь только выгодную сторону. Как только ты как житель, цены становятся для тебя полной. И вот тут логично перейти к следующему пункту, который тоже всегда показывает крупным планом. Еда. Паста за евро — это не жизнь дешевая, это жизнь на минималках. Паста же в супермаркете правда стоит недорого, особенно если ты приходишь в обычный магазин, а не в красивую такую гастрономическую лавку для впечатлений. И давай честно, это реально приятно. Пачка пасты условно где-то 1 евро, иногда чуть меньше. Помидоры сезонные, вкусные и доступные. Хлеб обычный, не как золотой слиток. Оливковое масло можно найти вообще разное. От бюджетного до дорогого. Сыры есть варианты. И ты смотришь на это и думаешь, вот же, можно жить. Можно. На вопрос как? Потому что миф Италия такая дешевая часто строится на рационе. Паста, пицца. И знаешь, я не сноб. Я сама могу пожить на пасте. Но если мы говорим о реальной жизни, то у тебя появляются вещи, которые турист вообще не учитывает. Турист вот приехал, и что он ест? Пиццу, пасту, мороженое, апероль, и он счастлив. А житель живет и начинает покупать мясо, рыбу, яйца, нормальные овощи круглый год, не только летом, орехи, бытовую химию, лекарства, крем, шампунь, порошок, вещи почему-то заканчивающиеся. И вот тут расходы перестают быть кинематографичными, потому что никто не снимает рилс. Смотрите, я купила средства для сантехники, таблетки от аллергии и мусорные пакетики, и всего за 27 евро. Но именно из-за этого и строится бюджет. И еще одна штука в Италии, когда ты начинаешь жить, ты понимаешь, самое опасное думать, что вкусно равно дешево. В
Вкусно тут действительно проще найти. Продукты прекрасные, но не факт, что это автоматически делает твою жизнь такую, знаете, за копейки. И вот из еды логично перейти туда, где люди больше всего денег теряют и иллюзий сразу же. Это аренда жилья. Место, где копейки умирают первыми. Вот она вам правда. Если бы жилье было дешевым, миф Италия за копейки был бы, прям почти реальностью. Потому что именно жилье – главный расход в стране. И если его удается победить, все остальное уже сразу становится легче. Но в Италии жилье – это как экзамен на такую взрослую жизнь. Особенно если ты не турист, не студент, не на полгода, а человек, который хочет жить долго и нормально. Турист говорит такой: я снимал квартиру за 400 евро. Звучит красиво, да. А потом выясняется, что это ноябрь, маленький город, квартира ледяная, потому что отопление дорогое. И это вообще сезонная цена. Или вообще аренда на пару недель. Или, к примеру, хозяин просто решил сдать кому угодно без документов, потому что ему так проще. А вот когда ты начинаешь искать жилье, как житель, появляется такая взрослая реальность. Депозиты по 2-3 месяца, комиссия агентству, доказательства доходов, контракты, гарантии, иногда даже поручитель. Плюс коммунальные, которые могут быть неприятно удивительными. Самое эмоционально сложное – это ощущение, что ты не выбираешь дом мечты. Ты выбираешь из того, что вообще готово тебя принять. И вот тут очень важно оговориться. Дешевое жилье в Италии почти всегда дешевое не просто так. Потому что дешево может означать, к примеру, далеко, неудобно, без инфраструктуры, с сыростью, с плохим отоплением, с шумом, с отсутствием нормального транспорта, с ощущением «я тут как будто бы временно». И на этом этапе у многих ломается романтика, потому что романтика – это когда в окне кипарисы и старый город, а реальность, когда ты в куртке дома зимой и не можешь понять, почему в Италии красиво, но, так холодно. И вот когда мы сказали про жилье, естественно, возникает следующий вопрос. А где жить дешевле? На юге или же на севере? И вот тут дешевле не значит легче. Про юг часто говорят так, будто это чит-код какой-то. Мол, хочешь в Италию, езжай на юг, там все дешево, там море рядом, там люди душевные. Тут, конечно, да, хочется согласиться, потому что юг действительно может быть дешевле по аренде, по некоторым продуктам, услугам. Да, конечно, но есть одна вещь, о которой никто не любит говорить в красивых видео. Жизнь — это не только расходы, это еще и, к сожалению, доходы. Юг — это территория, где с доходами, прям сложнее всего. Там может быть меньше работы, ниже зарплаты, выше конкуренция, больше сезонности и больше такого, знаете, по знакомству. Плюс еще медленнее процессы, конечно же. То есть получается странная математика. Да, жилье дешевле, но заработать тоже сложнее. Север дороже, но там больше возможностей, чаще стабильные контракты, проще с логистикой, лучше транспорт, иногда лучше медицина, быстрее бюрократия. Не всегда, конечно, но отчасти бывает. И вот тут взрослая правда вот такая вот. Место, где дешевле жить, не всегда место, где легче жить. И когда человек выбирает дешево, он часто не понимает, что оплачивает это временем, расстоянием, одиночеством, отсутствием возможностей, зависимостью от машины, в конце концов, и сложностью встроиться. И вот мы подошли к теме, которую люди тоже часто романтизируют как такое бесплатную. Это медицина. Медицина бесплатная на бумаге, дорогая в ожидании. Медицина в Италии действительно государственная, и это звучит очень хорошо, особенно если ты из страны, где медицина либо дорогая, либо нервная, либо все это вообще сразу. Но бесплатная медицина – это не все бесплатно и быстро. Это в рамках системы, по очереди, по правилам и когда получится. И вот тут главный платеж – это даже не деньги. Главный платеж – это ваше время. Потому что ты можешь получить направление, записаться, и ждать. И это не потому, что врачи плохие, а потому что система большая. Людей много, ресурсов не всегда хватает. И очень часто житель Италии делает так. Что-то серьезное через государственную, что-то срочное
через частную. И вот ты постепенно понимаешь, что твой бюджет — это не только еда и аренда, но и, к примеру, визит к специалисту, анализы, обследования, стоматология. Вот это вообще отдельная боль почти везде. И снова, турист это не видит. Турист максимум покупает пластырь и какое-нибудь обезболивающее. А житель сталкивается с тем, что здоровье — это тоже как бы часть бюджета, которую нельзя выключить. И после медицины логично поговорить о том, что в Италии вообще часто становится самым дорогим. Даже не в евро. Бюрократия. Самая дорогая валюта — это твое терпение. Вот это, по-моему, настоящий скрытый налог жизни в Италии. Налог, который не указан вообще нигде в квитанциях. Потому что Италия — это страна, где иногда кажется, что время течет как-то по-другому. Не романтично, а по-настоящему. Ты можешь потерять полдня на одну бумажку. И это удивительно, потому что вокруг 2025 год. Смартфоны, технологии, а ты стоишь, в очереди и слушаешь. Система не работает, приходите завтра. И ты такой: завтра что? А у тебя работа, жизнь, планы. И вот тут многие впервые ощущают, что дешевая Италия — это не только про цены, это про стоимость адаптации. Потому что если ты плохо знаешь язык, если ты не понимаешь правила, если ты не уверен, ты либо теряешь кучу времени сам, либо платишь посреднику. И это тоже деньги, не всегда официальные, не вполне реальные. И вот именно тут происходит взрослая такая точка. Ты начинаешь понимать, что жить в Италии — это не погулять по Италии. Италия не обманывает, она просто не обязана быть дешевой. Она может быть доступной, если ты, например, живешь в небольшом городе, у тебя есть стабильный доход, а лучше за пределами страны. Ты встроился в ритм, ты понимаешь систему, у тебя нормальное жилье, и ты не пытаешься жить как турист 365 дней в году. Но идея Италия за копейки — это как идея красивой жизни без цены. В реальности цена есть всегда. Просто иногда она в евро, а иногда во времени, в компромиссах, в одиночестве, ожиданиях и адаптации. Если тебе откликается такой честный разговор, подписывайся, потому что дальше будем говорить еще откровеннее. Увидимся в следующем видео.